Всем привет! Вы на канале Кузямба, и мы играем в Призрак Цусимы. Сейчас немножко подождем, пока у меня прогрузится стрим, чтобы народ, как говорится, набежал. Вот. И начнем. Пока народ подгружается, я расскажу непосредственно про какой-нибудь новый факт, который что у меня сейчас будет с каналом твориться. Вот, я решил попробовать новые игры, ретро-игры, короче. Вот, чтобы... Так. О, нормально. Вот, новые ретро-игры решил попробовать, короче, поиграть. Точнее, в первую Соньку. Вот, и... Раз. Почему-то отображает, что типа этот, ну это ладно, это не беда. Вот. Короче, первую Соньку поиграть решил, стримы, чтобы ретро. Потом, прежде чем, конечно, я попробую там типа а-ля Sega, а-ля Dendy, но пока это, короче, все в планах. Вот. Потом у меня, ну что, это новая рубрика у меня будет, так и называется ретро. Вот. Не знаю еще, или это будет записи, или это будет непосредственно онлайн, как говорится, эти, скажу, игры. То есть, ну, типа стрим, как вот сейчас мы играем в эту игру. Вот. Дальше, что у нас еще нового я решил придумать? Не знаю, ну, это также у меня есть рубрика, как она, разговорник, где мы чисто там, допустим, я с кем-то из друзей разговариваем непосредственно в а-ля, скажу, а-ля в какие-нибудь эти темы берем. Вот, ну, в плане того, что там этот, возьмем тему, связано с... так, не? Вот так. Да? Так, вот. Еще пока подождем пару минут. Вот. Вот, еще пару минут подождем. Вот, друг-то у меня что, как этот... ну и что еще? То есть мы будем обсуждать там комментарии. То есть, допустим, какой-нибудь вопрос задается, комментарий, я буду выписывать, потом их озвучивать. То есть, конечно, я их буду прописывать, но также я их буду озвучивать непосредственно на стриме, задавать, чтобы вопросы у меня были, как бы это там, допустим, вопрос был, буду я легать в какую-нибудь стрелялку. Я уже думаю, подбираю какую-нибудь игру. Вот. И как бы... Что-то тут как-то не так. Он-то мне сейчас пишет, что типа смотрит 2 зрителя. Хотя нет. Вот. Так. Понятно. Делаем прямой. Угу. Так, я извиняюсь, просто у меня на канале. Так. Вот. Ну, типа, в стрелялку поиграть, короче. Я такой, ну ладно, окей. Надо тоже, кстати, в натуре какую-нибудь стрелялку выбрать, непосредственно с моим, ну, на моем канале какую-нибудь прям развлекаловку. Ну, типа, этот, про Вторую мировую, допустим. Еще какую-нибудь. То есть, в таком духе.
Да, что-то меня сегодня в натуре вообще народу не смотрит. Ладно, ждать некогда. Ну, можно еще поговорить. Вот, ладно. Что еще у меня такого? Такого. Мгм. Так. Есть еще новости в плане того, что разговаривал с друзьями, подписчиками, в плане того, что есть смысл ли проходить старые игры, которые я уже проходил. Вот. Мне сказали, что нету смысла, так как зачем повторять 2 раза одно и то же. У меня просто на одном данном видео есть джедаи, где непосредственно как его называется, первые 2 часа они без звука были записаны у меня. И это очень все печально. Так. И... Так. Еще что можно. Так. Угу. Так. Вот мы, короче, еще ждем потихонечку, чтобы хотя бы народ присоединился ко мне. Так. Ну, картинка у меня нормально идет, это самое главное. Индустрия в плане того, что вот про джедаев... да, кстати, вот, я еще думаю насчет начать палить информацию, допустим, что я играю в игру какую-нибудь и про нее рассказывать. Это мне, не посоветовал, я посмотрел, короче, какого-то чувака, не помню, на канале, и он, допустим, играет игру про этих... в какую-нибудь игру играет. Он, допустим, я вот играю сейчас призрак Цусимы. И у меня в конце когда я прохожу игру, у меня типа пролог, типа, чем закончилась игра, типа свои мнения рассказывать, то и в таком духе, стоит ли покупать эту игру и так далее. Вот, там, допустим, рассказать какую-нибудь историю, что типа, почитав про эту игру, допустим, я нашел, что связано непосредственно с историей, есть такие факты, но большинство они приукрашены. Так, ну, пока как-то вот такая информация, то есть, думаю, продвигать новые идеи, как говорится, на канал, чтобы у меня, типа, обширный был, чтобы были какие-нибудь такие моменты, где, ну, не скучно, чтобы было. Ну и что еще? Ну, пока как-то так. Вот у меня вот только вчера была самая гениальная идея попробовать ретро-игры. Потому что большинство, как говорится, зрителей уже взрослые, которые помнят ностальгию, что такое Сонька первая, Сега, Денди. И попытаться эти игры, как говорится, записывать, играть. Чтобы там всякие маленькие лазеечки, маленькие плюшечки, что типа также рассказать, если, допустим, ты не можешь приобрести ретро Соньку, то есть которая вот недавно ушла, она маленькая, вот я бы ее показал, ну, она у меня там лежит. Вот, что можно именно скачать у тебя есть планшет какой-нибудь, ты можешь это скачать непосредственно на планшет, этот эмулятор, и на планшете играть. Также ты можешь туда подключить джойстик через... Так. Вот через вот такой провод. То есть он с одной стороны вставляется непосредственно в твой планшет, а с другой стороны вставляется сам джойстик через провод. И ты можешь играть в игры, в любые. И самое что прикольное, даже какой-нибудь, ну, такой слабенький процессор
планшета, он позволяет тебе играть без всяких лагов, и у тебя непосредственно будет также Сонька первая. Если у тебя охота лень этим всем заниматься, ты можешь также скачать на торренте. Я могу потом это найти, поставить ссылку в описании, где можно это скачать и где можно скачать нормальные лицензионные диски с играми. То есть для первой Соньки, если ты хочешь поиграть непосредственно в первую Соньку, вот, ностальгии и все в таком духе. И если это интересно. Если как бы ты хочешь просто посмотреть, поностальгировать, типа как, что, поугарать со мной, то вот надо только выбрать. Или ты типа будешь играть непосредственно в живой стрим, как вот мы сейчас занимаемся, или это будет непосредственно как он, типа в записи это будет игра. Вот. Я с этим не могу решиться. Вот. Ой. Вот, мы еще подождем. Я думаю, есть смысл один, сколько у меня там, кстати, уже... ну мы 11 минут только разговариваем, но это нормально. Так. Также я выяснил новость, потому что я фанат джедаев. Меня не очень, ну, прям как бы не фанат, но очень увлекаюсь этой тематикой. То я заметил, ну, то есть посмотрев этот, как он, забыл, как фирма называется, Electronic Arts, короче, делают непосредственно в открытом мире игру про джедаев. Но почему-то они ее заблочили конкретно. Не факт, что она выйдет в том ином духе, который, типа, они показывали, ну, в новостях там выдавали, короче, маленькую информацию. Зная точно, что вторые джедаи, которые как он, павший орден или в таком духе, он будет все-таки, но не позднее следующего года. У них, потому что сейчас очень они раздали всем бесплатно Battlefront 2, и тем самым они как бы закинули на крючок, то есть, ну, бесплатно раздали, то есть вы можете играть в нее. Я не успел ее взять, короче, лошара, но в Electronic Arts, короче, раздают подписку за 89 рублей, что ты можешь в нее поиграть, и тоже также бесплатно, но за 89 рублей на месяц, а дальше там уже по 300 рублей будет стоить игра. И, ну, что еще там такое я смотрел? Потом, короче, были новости в плане того, что много игр должно выйти, но они все выйдут в конце года, потому что, как говорится, нехрен играть. Вот честно, вот я вот прямо, вот если бы не увидел эту игрушку, мне не порекомендовали, я бы даже не знал, что играть. Ну, вот не в чего играть. Вот играешь, короче, все, что все играют. Хочешь какую-нибудь старую игрушку играть, ну, ты уже или ее проходил очень давно, или ты ее, как говорится, ну, неинтересная она. Вот. Ну, короче, я думаю, что мою маленькую болтовню про то, что у меня будет на канале твориться, что вообще я узнал за тут определенное время, говорится, потихонечку надо закруглять. Так что, если тебе понравится это видео, подписывайся, не забывай про комментарии и приятного просмотра про Призрак Цусимы. Поехали. Так. А на чем же... Юна, дерзкая и самоуверенная воровка. Готова на все, чтобы выжить и защитить брата, заслужить ее доверие очень непросто. Следующий совет. Приблизься к вражеским территориям. Так, ага. Мы остановились прямо на том же самом месте. Так. Дневник обновлен. Сломленный кузнец. Удержите, чтобы узнать подробное. Бля, нахуя фотки?
Так, ну давай на этот... Он кузнец, активную историю. Так. Ого, тут нормально, тут карта. Это что у нас туда? История. Сломанный кузнец. Легендарное укрепление большое. Так, ну давай мы... Так, это что у нас? Неисследованное место. Давай зайдем посмотрим, что там. Лисья нора. Лисья нора? Так, может ее можно поймать? Блин, и что надо сделать с этой лисьей норой? Надо ее подстрелить? Или что? Это надо за ней бежать. Ну да, посмотрим. Побежим за лисьей норкой. Куда нас приведет? Так, что-то она вообще как-то втопила прям не по-детски. Ага. И чё? Ох ты, нифига она, нифига она. О, капец. Капец, лиса прыгает-то. Ага, нифига. Чух. Блин, это вообще просто вот именно механика, как он... как она? Так. Окей. Так, ладно, да, блин. Так, это мы узнали, что тут лисья нора. Так, ну мы сейчас... Мне нужен хороший лучник, такой как сенсей Сикава. Вот, ну так, куда нам дует ветер? И тут можно ветер с моря дул, здорово, Костян. Вот, немножко пропустил, я тут информацию проводил, что у меня творится будет на новом канале, на моем канале, что я теперь буду играть в ретро-игры. Вот, там типа в первую Соньку, в Сега, в Дэнди. А почему именно эту игру ты стримишь? Блин, ну вообще ты, если знаешь, я фанат, короче, викингов. Вот, но мне очень нравится эта игра, ну, понравилась эта игра. Я посмотрел про эти отзывы, почитал, хотя кто-то говорит, что типа она однообразная. Но можно также говорить, что Ведьмак. Вот, там нифига это такое тут происходит. Это они там стоят, охраняют. Вот, этот Ведьмак тоже можно сказать, что однообразный, но все и всякое, как говорится, находит своего любителя. А именно живой стрим я решил почему-то именно этой игрой заняться. Так, вот, тут можно даже, короче, типа делать вот джойстиком берешь, хоп, поклон сделал, короче. Вот, сейчас он такой, хоп, поклон. Можно, короче, так, подожди. Вот, на флейте играть. Я сижу, ну, вот. Вот, прикольно, да? Вот, что мне еще нравится? Можно, хоп, меч достать. Всё. Вот, тут, короче, прям, ну, взаимодействие с этим сенсорным экраном Соньки. Ой, джойстика. Так. Как со звуком, кстати, добавить игру или не добавить? Или меня немножко убавить? Хотя, ну, я это потом смотрю свои стримы, мне, ну, они прям огонь идут. Вот. Также надо, я понял, что надо немножко отдыхать от некоторых игр, потом, ну, вот считаю, у меня уже выпущено 19 серий. Один из нас, два. Вот, и как бы, ну, немножко также, ну, как бы
Там продолжение серии, там у него тоже уже выпущено. Я их конвертирую, короче, этот в Full HD, чтобы нормально записывался. Кстати, тоже информацию для всех, кто выкладывает видосы для YouTube. Это я только недавно узнал. YouTube непосредственно обламывает Так, сейчас, подождите, 5 секунд. Так, нам еще херачить. Вот, обламывает видосы, кто заливает в YouTube. Потому что у них типа не хватает жестких дисков для YouTube, для хранения информации видосов на YouTube. Вот. И они, короче, что делают? Если видос очень мало весит, они выкладывают в 720. Вот. Ну, там не менее, как говорится. Если ты выкладываешь, короче, Full HD, и она мало весит, они выкладывают, короче, 720. Я попробовал снять видос в 2К, чтобы они хотя бы Full HD. То есть, ну, если получится, то есть тут пару серий, как говорится, там, сколько у меня... Я их обрабатываю сейчас, где-то серии 3 у меня в обработке, и вот попробую, как это все выглядит. Вот стрим непосредственно у меня Full HD пишет. Вот. Вон он, туда надо. Блин, тут мне что нравится, прям вообще остров. Остров просто огонь. Вот, это весь остров, то есть это Камикада, Тотема и Идзухара. Вот, потом, давай дальше. Тут, короче, еще тут вот разделено. И вот сколько вот мы прошли, вот сколько мы разговариваем, вот это мы все прошли. Вот, то есть открытый мир у него все-таки огромный. Так, ой, это что, прыжок веры, не говорите? Нет, нифига, это лазание какое-то. Типа самурай, который смог полазить. Так, тут что мне нравится, плавать еще можно. Вот. Вообще мне с детства нравилась тематика Ассасинов, говорю, про самураев. О, нет, там лучше, мне кажется, не прыгать. Потом нахрен башку сломаем. Вот. И я выбрал все-таки ее, потому что, ну, сейчас все смотрят про викингов, и конкуренция очень большая. А самураи в дальнейшем, как говорится, ее, ну, оценят, и когда она будет со скидкой, большинство будет там. Ну, конечно, уже все уже ее посмотрели, это 100%. И как бы просмотров, ну, очень сложно. Вообще индустрия, игровая индустрия очень сложная, потому что сейчас новая, YouTube, короче, выпускает новые правила для стримеров. То есть Источники Хиёси. Может, кто-нибудь в трактире знает, где сенсей Исикава? Окей, пойдем посмотрим. Ой, блин. Так, это что, мы уже здесь, да? Да, мы уже здесь. Так. Зайдем в трактир, чтобы посмотреть. Позвольте осмотреть ваш лук. Так. У вас нет лука? Я потерял его при комоде. Будь у меня лук, я бы вам отдала. Зато у сенсея Сикавы, если он жив еще, много хорошего оружия. Принесите мне лук, и я приведу его в отличное состояние. А что с этим? Завершите задание истории сенсея Исикавы и получите снаряжение, которое можно здесь улучшить. До свидания. Так, спросите в трактире о сенсее Исикаве. Для меня честь помогать вам, господин. Так, давай мы сейчас бамбук поговорить. Господин, говорят, самураи слагают прекрасные хокку. Я бы свои так не назвал, но иногда и сочиняю. У Да. источников Хиёси живет поэт. Он когда-то слагал хокку с вашим дядей. Наверняка там найдется, что обсудить.
Я к нему загляну. Еще мне нравится здесь озвучка. Есть... Так, куда нам? Нам туда? Где трактир-то? Вот. Мне нравится озвучка в плане... это... Есть фильм, называется «47 Ронинов». Вот. И... Очень... Хороший товар. Да, конечно. И озвучка такая же, как там. Особенно, когда дядя его озвучивает. Это просто это божественно, как это звучит. Самурай? Живой? Игра, очень, Я фильм ищу очень сенсея классный. Исикаву. Разве он не погиб у Комоды? Нет. Он жив. Где его додзё? За лесом. Я вас провожу, господин. Спасибо большое. Игра вот прям вот, если здесь также Так будет сенсей не был у Комоды? немножко Нет. магия, Я немножко видел его в такое, городе за день до вторжения. будет Он еще приходил в лавку. круто. Но он ведь молчун. Никогда не знаешь, что на уме. Lost of Us, короче, мне тоже своя тематика очень... Он так прикольно бежит. Господин, а правдивы ли рассказы о сенсее Исикаве? Какие рассказы? Говорят, он одной стрелой потопил пиратский корабль. Корабль, конечно, нет. Но он с берега застрелил их капитана. Так Ага. он и остановил весь флот. С таким человеком лучше не ссориться. Ты заслуживаешь смерти? Надеюсь, что нет. Тогда и бояться тебе нечего. Блин, такой, типа, ты чё, охренел, да? Такой, нехрен тут очковать. Вот. Ну, как это сказать? Мне тоже понравился Lost of Us, но есть у него некое такое, ну, надоедает очень долго проходить, короче, это. Сейчас я Дадзё также буду сенсея вон на том утесе. скорее... Ага, можно залезть по этому. Ну, сейчас тут все понятно. Вот, теперь, короче, еще вот что мне понравилось, что вот ты прям вот смотришь, короче, должен ловить момент, куда надо посмотреть. Спасибо. Дальше я сам. Позволите еще один вопрос? Да, конечно. Известно, почему сенсей перестал обучать лучников в клане Нагао? Никто не знает. Странно ведь. Оставил такой достойный пост ради этого? Ради чего это? Ты выбирай свои слова. Ха, а это вот я так играю. Вот это что такое? Пчелы такие, похожи на бабочки какие-то. Вот. Сейчас я буду увеличивать видео в плане, ну вот, допустим, по 20 минут. Да, прикольно, хорошо. Удобно смотреть. Ну, удобно смотреть и, как говорится, не надоедает. Вот, ну, так. Тут ты сам, типа, этот, все понятно. Ты чисто только джойстиком управляешь, ничего нажимать не надо. Ну, да, для дебилов придумано одно. Вот. Ну, короче, в чем? Ну, получается, у меня тогда будет уже 25 серий снято. То есть у меня... Дадзё сенсея Исикавы. Так, повязка синего неба. Тихо! Нет! Так. Давайте посмотрим, что здесь. Кровь. Здесь что тут Тут происходит. следы борьбы. Надо осмотреться. Кто-то был ранен и вынул стрелу. То есть выстрел в спину. Кровавые следы. Жертва или нападавший. Так. О, вот здесь сидел постоянно этот. Так. Ого. Давайте еще зайдем, посмотрим, что тут такое у нас есть. Опа. Кровь засохла. Драка была давно. Может, сенсей у себя дома. Скромная обитель для самурая. Так. Вот, то есть у меня по факту наперед уже снято 25 серий. То есть сейчас уже 25 серий, хотя уже выпущено сколько там... 19 серия, по-моему, вышла. По 25 минут. Просто если с таким учетом, то я тогда буду в натуре, как сказал мой друг, Виноградов. Вот.
Как Санта-Барбару будем смотреть, короче. И я что-то подумал, что может быть серии по 30 минут делать или более. Не двигайся. Сенсей Исикава. И я не двигаюсь, Сын господина Сакая. конечно. Ты выжил у Комоды. Да. Вас там не хватало. По пути на меня напали разбойники. И... Думаете, они вернутся? Самурая невозможно застать врасплох. Симура был хороший человек. Жаль, что погиб. Он есть. жив. А, точно, да. Это его Монголы в Диаге. взяли Я не его в могу плен. запомнить эти названия. Так Именно. есть надежда. Я хочу его спасти. Помогите мне. Не могу. Почему? Мой ученик пропал. Искусный стрелок. Ну-ка, еще сейчас ученика искать. Я его найду. И мы вместе спасем господина Симуру. Хорошо. Время когда? Тогда не отставай. А чё не отставать, ты старпер? Алло. История сенсея Исикавы. Серию надо будет переименовать в Лучник. Кто еще уцелел после Комоды? Никто не знает. Кто-то еще может сражаться? Кроме нас? Пока не знаю. Так узнай поскорее. А. Вдвоем мы не сможем вызволить Симуру. Так. Я помогу вам с поисками. Я и без тебя отыщу Томоя. Томоэ. Что мое? Женщина? Из какого клана? Ни из какого. Она простолюдинка. Но Или стреляет получше любого самурая. О, Даже тебя, Сакай. В последний раз мы виделись лет 10 назад. Ты хотел у меня учиться. Вы помните? Я помню почти всех, кому отказал. Вместо меня вы взяли в ученицы эту Томоэ. Ты подавал надежды, а Томоя истинный талант. О, надежда и талант, конечно. Вот. Монголы! Убей их. Ох ты. Так, сейчас мы... Давай. Ох, блин. Вот это, кстати, вот тут... Черт. Блин. Сейчас сдохну. Тихо, давай. Вот это сложно. Вот так вот. Они как пьяные тануки. У Комоды они сражались хорошо. Даже тануки справятся с тигром, пока тот спит. После вот когда играешь долго в какую-нибудь игру, начинаешь отвыкать от управления. Мы вышли на след Томоя. То Идем. есть, в один из нас поиграв, очень сколько там я заснял серии, Монголы теперь взяли играю в форт нее Накаяма. и Этот патруль начинаешь... был оттуда. Это недалеко от источников. Следующим падет город. Начинаешь отвыкать от управления, и это так смешно. Да, побежали. Здесь что-то случилось. Засада. Осмотрись. Так. Ага, да, посмотрим. Рис и пшено. Нетронутые? Значит, напали внезапно. Так. Понятно. Это что у нас Кровь. Но немного. Никто Значит, не только погиб. там? О, Японский колчан. Подарок моей лучшей ученице. Я опасаюсь худшего. не опасайся. Тому не бросила бы этот колчан. Похоже, за ней гнались. И схватили. Для чего? Чтобы допросить, пытать. Для чего? Или хуже. Для чего это все Что надо? теперь с господином Симурой? Страх — это оружие, Сакай. Лучше не давай его в руки монголам. Как думаете, куда увели Томоя? Форт Накаяма.
Теперь мы будем атаковать форт. Форт недалеко. Я должен был сражаться у комоды. Все к лучшему. Мы и так потеряли слишком многих. А, у Почему нас вы пока проиграли лучше. бой? Монголы сражались как звери. Ответ не верен. Я своими глазами видел. Лучник должен полагаться не на глаза, Но а я на не тело, лучник. разум и дух. Я самурай. Что у нас опять-то? Постой. Нужно поговорить. Что-то Давай. не так, сенсей? Этот лук подарил мне господин Нагао много лет назад. Прекрасно. Откуда у тебя лук взялся? Разумеется. Но мне всегда больно видеть превосходный лук в неумелых руках. Хорошо, что вы отдаете его мне. С чего ты взял, что отдаю? Докажи, что умеешь стрелять, и, может быть, одолжу. Блин. Тебе нужно испытать его перед боем. Так, короткий лук. Целься в ближайший фонарь. Так. Что у нас тут? Зажмите. Так, понятно. Ближайший фонарь. Хорошо. Теперь тот, что дальше по дороге. Слева. Так. Недурно. Теперь посмотрим, сумеешь ли ты попасть в самый дальний. Чем дальше цель, тем ниже опускается стрела. Как ощущение? Он словно сделан для меня. Нормально все Это не ощущение, так. просто я. Будь добрый его беречь. Идем. Пошли. Просто тетива соскользнула. Так, а что у нас? Такой лук пригодился бы у комоды. Это хороший лук. Но победу приносят воины, а не оружие. Вы не видели огненное оружие монголов? Так они еще не победили. Так, а тут еще что? Подожди. Это фоторежим. Прикольно. Блять. Форт Накаяма. Надеюсь, ваша ученица там. Так, одна стрела. Одна стрела. Капец. Оттуда будет лучше видно их укрепление. Давай туда смоемся, посмотрим, что да и чё как. Ну, конечно, у бревна мы сядем. Идеальное место. Очень идеально. Я проберусь туда и открою ворота. Мы нападем Ты и... всегда рвешься в бой, толком не подвязав Хакаму. Что же тогда делать? Терпение, Сакай. Монголы отправят людей на поиски пропавших патрульных. Нападем, когда они откроют ворота. Пока мы тут ждем, Томоэ остается в руках врага. Она может за Терпение, себя постоять. юный самурай, терпение. Как следует осмотрись. Чем тут можно воспользоваться? Так. Осиное гнездо. Ос можно разозлить выстрелом. Пусть монголов жалят стрелы и насекомые. Мгм. Дальше что у нас тут? Бочки тяжелые, можно использовать. Ну, посмотрим. Так. Если выстрелить в светильники, посыплются искры. И начнется пожар. Ого, тут даже так задуман. У Так, них много лучников. Они хороши, но мы лучше. так. Когда ворота откроются, мы отвлечем врагов и начнем осыпать их стрелами. Затем ворвемся в форт и освободим Томоэ. А у Хорошо. меня одна стрела. Ждем Какими мы момента. будем стрелами осыпать? Вы чё? Алло? Стрелы-то дайте мне. Или хотя бы покажите, что их крафтить Открывай можно. Жди моего сигнала. Спасибо, что дали хотя бы. Так, стрела заполнена. Так. Угу, давай, сейчас мы... Так, давай. Готовься. Давай, пускай отправляются к предкам. Так. Есть. О. Что он сказал? Он сматерился? Все.
Так. Сейчас мы вот так еще сделаем. Нет. Там пожар. Сейчас стрелы ровные. Ох, блин. Так, пошли в атаку. Ох ты, манана. Да. Сейчас мы по-тихому прокрадемся и всех. Так, давай. Иди сюда, мой маленький Китаёза. Так, стрел. Тихо, наверх. Убить, убить. Есть. Так, что у нас? На тебе. Ах ты. Вот так вот. Нет. 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 Черт. Бежим, бежим. Нет, 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 бежим. Бежим. На. Черт. Ох. Что это сейчас было? Капец. Так. И что у нас теперь? Заново? Так, понятно, окей, ладно. Да, сложно, сложно тут очень. Вот это мне и нравится этим. Есть, прям выстрел в голову. Где там? Да, а, блин. Так. Ах ты, ёперный театр. Контакт, просто прям в голову. Еще один выстрел в голову. Так, надо от лучников избавляться. Так. Черт. Есть. Сейчас мы тебя. Ах. Черт. Патроны закончились. Есть, есть. Уворачивайся. Оба. Есть. Еще раз. И вот так вот. И мы тебя сейчас покромсаем. Чё, блин, такой? Это вот жаль, что нельзя этот на одного врага направить. Есть. Так, убейте или обнаружите еще предводителя, тогда вам откроется стойка воды. О. Так.
Так. Боеприпасы. Так. Ох, блин. Капец. Так. Еще. Так. Ах, Убитые пленники. Их связали и застрелили из лука. Томоэ не... Постой. Это ее амулет. она Она жива? где-то здесь! Давай поищем. Так. Стрелы. Это нам удобно. Так. Посмотреть. Это японские стрелы. Они принадлежат Томоэ. Вы уверены? Я обучил ее делать хвостовики из оленьего рога и брать перья орлана. Монголы забрали ее оружие? Стрелы загнаны впритык. Нет Это она монголов стреляла. столь искусных с японским оружием. Выходит, ей позволили взять лук. Угу. Так, да, еще поищем. Ну, блин, ну тут прям вообще сложненько было. Сложненько, честно. Так, а чё он... А тут у нас спальня, да? Такой... Вот, да, вот сам игру. Нельзя зафокусироваться на одном бойце. Вот это очень сложно. Так, что у нас здесь? Так. Во. Здесь чьи-то покои. Женское кимоно. Это кимоно Томоэ. Монголы Прикиньте, ее она отпустили. предателем. Почему? Она... Я буду вообще это будет, ну... Тут также расследование есть. Это очень классно. Так, мы через это пролезем. Оп. Так, у нас 7 боеприпасов, 7 припасов. А что там припасы дают? Так, снаряжение. Вы получили этот новый. Так, посмотреть улучшение. Короткий лук. Посмотреть улучшение. Что у нас тут за улучшение есть? Припасы у вас. Нифига. То есть можно, короче... Так, это что? Катана, посмотреть улучшение. Надо железо. Капец. Тут крафт еще есть. Ёперный театр. Так. Крафт. Что у нас? Ну давай лук. А что он лук дает, кстати, нам тут? Это что, короткий лук? Средний уровень скорости. Блин. Ладно, смотреть улучшение. Вон, вот что дает. Это что у нас тут? Бамбук. Ну давай скрафтим, что ли. Надо, блин, все понятно. Свиток. О стрелковом искусстве с переводом на монгольский. Здесь и ваше имя. Она обучала их моему пути лука. Вот так вот. Короче, то есть надо еще вот эти припасы. Слышишь? Выживший. Давай, там кто-то выжил, пошли быстрее. Что там? Полотно. Мне холодно. Давай. Мы ищем одну женщину, лучницу. Монголы посадили ее в клетку вместе с нами, но потом выпустили. Дали ей лук и доспех. Она убила мою жену и остальных. Мы нашли их тела. Она показала врагам свое искусство и переметнулась к ним. Не оставляйте меня, Капец. пожалуйста. Мне так больно.
Я видел достаточно. Идем. Кто-то видел достаточно. Надо было ее убить. Сенсей, Томоэ завоевала свободу. Она теперь с монголами. не понимаю, почему? Скажите, Я слишком на нее давил. в каком смысле? Что за тайна? Ну, говори. Сенсей! Не молчи, бесит меня. Да. Я требую ответа! Она на меня напала. Не разбойники. Офигеть. Томоэ. Почему? Ей не понять, что значит быть самураем. Это вы толкнули ее к монголам, Не суди меня. а вы мне не лгите. Но как бы Нельзя каждый позволить выбирает Томоэ свой выбор, обучить ну, врага моему пути свой лука. путь. Мы ее остановим. Твое оружие ни к чему, я сам. Нет, я вам нужен. Победу приносят воины, не оружие. Хорошо. Симура хорошо тебя воспитал. Да. За Томоэ пойдем вместе, но слушайся меня. И после этого вы поможете мне спасти дядю. Даю тебе слово, Сакай. Вот мы набираем сейчас. Чтобы выследить Томоэ, нужно подготовиться. Как будешь готов, приходи в додзё. Мы не спасем дядю в одиночку. Нужны союзники, которые нам помогут. Найди госпожу Масаку Адати. Ага. Не знаю, жива ли она. Но на острове мало воинов лучше нее. Окей. Так, история сенсея и Сикавы. Так, что у нас тут? Странствующий самурай. Максимальный запас здоровья. Монголы заполонили остров. В бою они меня окружат, как волки. Мгм. Придется думать, как их отпугнуть. О, что? Сюрикены. Хороший метательный нож. Можно застать врага врасплох или добить. Кунай. Это что у нас? Бомба с черным порохом, дымовая бомба, бомба-липучка и колокольчик. О. Так, метание дополнительный кунай. Можем это вкачать. Серия противоборства после вашего успеха в противоборстве. И так, что? О, это что, мягкие приземления. Слушай, вот это вот мягкое приземление непосредственно перед приземлением нажмите нолик. Вот это нам надо, кстати, вкачать. Юна выходит из падения в перекат. Ловко. Вот это у нас так. Вот можем кунай делать, да? Да, что у нас тут еще? На Цусиму вы найдете немало возможностей усовершенствовать свое умение. Исследование. Оперативный предмет и святилище. Это что, восстановить? Установление святилища Инарич. Чтобы открыть ячейку, осталось еще одно. Ага, понятно. И на этом наше видео заканчивается. Все, кто меня смотрел, подписывайтесь, не забывайте про лайки и комментарии.